В мировой истории существует огромное количество забытых сражений. Одной из таких важнейших и, на мой взгляд, незаслуженно забытых операций Второй мировой войны является Маньчжурская. В связи с тем, что в свете завершившейся войны с Германией из памяти общества потихоньку забывается эта уникальная наступательная операция, о ней сейчас я и хочу вам рассказать. Маньчжурская операция — это стратегическая наступательная операция советско-монгольских войск на Дальнем Востоке. Она началась 9 августа и закончилась уже 2 сентября 1945 года на заключительном этапе Второй мировой войны. СССР данной операции хотел достичь разгрома японской Квантунской армии, освобождения северо-восточного Китая, то есть Маньчжурии, Кореи и ускорения завершения Второй мировой войны. Квантунская армия во главе с главнокомандующим генералом Ямадой Атодзо насчитывала 31 пехотную дивизию, 9 пехотных бригад, подразделения специального назначения смертников и 2 танковые бригады. В ее состав входили 3 фронта в составе 6 армий, 1 отдельной армии, 2 воздушных армий и Сангарейской военной флотилии. Кроме того, главнокомандующему Квантунской армии оперативно подчинялись армия Маньчжоу-Го, состоящая из 2 пехотных и 2 кавалерийских дивизий, 12 пехотных бригад, 4 отдельных кавалерийских полка, а также войска внутренней Монголии и Суянская армейская группа, имевшая 4 пехотные и 5 кавалерийских дивизий, а также 2 кавалерийские бригады. Общая численность противника составляла свыше 1,3 миллиона человек, более 6 тысяч орудий и минометов, более 1000 танков, почти 2000 самолетов и 25 кораблей. Согласно японскому стратегическому плану, разработанному весной 1945 года, 1/3 Квантунской армии и войска Маньчжоу-Го и внутренней Монголии были оставлены в пограничной полосе вместе с задачей задержать продвижение советских войск вглубь Маньчжурии. Главные силы, сосредоточенные в центральных районах Маньчжурии, должны были вынудить советские войска перейти к обороне, а затем совместно с подошедшими резервами из Китая и Кореи отбросить их и вторгнуться на территорию СССР и Монгольской Народной Республики. В СССР тоже рассматривались планы оперативных действий. Замысел ставки советского верховного главнокомандования предусматривал разгром Квантунской армии путем одновременного нанесения 2 основных и ряда вспомогательных ударов по сходящимся к центру Маньчжурии направлениям, быстрого расчленения и уничтожения вражеских сил по частям. Для этого привлекались Забайкальский, 1 и 2 Дальневосточные фронты, войска Монгольской народно-революционной армии, а также силы Тихоокеанского флота и Амурской флотилии. С мая по июль 1945 года с запада на Дальний Восток и Забайкалье было переброшено большое количество войск, в особенности подвижных соединений. Главнокомандующим войсками на Дальнем Востоке был назначен маршал Советского Союза Александр Василевский. Координацию действий сил ВМФ и ВВС осуществлял адмирал флота Николай Кузнецов и главный маршал авиации Александр Новиков. Для проведения маньчжурской операции фронтам выделили свыше 1,5 миллиона человек, более 25 тысяч орудий и минометов, 5500 танков и самоходных артиллерийских установок и около 5000 боевых самолетов, с учетом авиации флота. 9 августа советские войска перешли в наступление. Авиация нанесла удары по военным объектам в Харбине, Чанчуне и Гирине, а также по районам сосредоточения войск и узлам связи, коммуникациям противника в приграничной зоне. Тихоокеанский флот, выйдя в Японское море, перерезал коммуникации, связывающие Корею и Маньчжурию с Японией, и нанес авиации и корабельной артиллерии удары по военно-морским базам Юки, Росин и Сэйсин. Войска Забайкальского фронта под руководством маршала Советского Союза Родиона Малиновского, преодолев безводные пустынно-степные районы и горный хребет Большого Хингана, разгромили противника на Колганском, Салунском и Хайларском направлениях, и 18-19 августа вышли на подступы к важнейшим промышленным и административным центрам Маньчжурии. Дабы ускорить пленение Квантунской армии, 18 августа в Харбине и 19 августа в Гирине, Чанчуне и Мукдене были высажены воздушные десанты. Главные силы 6-й гвардейской танковой армии, заняв Чанчунь и Мукден, стали продвигаться на юг, к порту Дальнему и Порт-Артуру.
Войска Первого Дальневосточного фронта во главе с командующим маршалом Советского Союза Кириллом Мерецковым прорвали полосу приграничных укреплений районов врага, отразили в районе Муданьцзянь сильные контрудары японцев и 19 августа подошли к Гирину. 25-я армия во взаимодействии с десантом Тихоокеанского флота овладела портами Северной Кореи, Юки, Росином, Сэйсином и Гинзаном, а также освободила территорию всей Северной Кореи. Войска Второго Дальневосточного фронта под руководством генерала армии Максима Куркаева совместно с Амурской военной флотилией форсировали реки Амур и Уссури, прорвали долговременную оборону противника в городском округе Сахалян и преодолели горный хребет Малый Хинган. 20 августа 15-я армия фронта заняла Харбин, продвинувшись с запада на 500-800 километров, с востока на 200-300 километров и с севера на 200 километров. Советские войска вышли на центрально-маньчжурскую равнину, расчленили японские войска на изолированные группы и завершили маневр по их полному окружению. 19 августа японские войска повсеместно стали сдаваться в плен. Стремительное наступление советских и монгольских войск поставило японцев в безвыходное положение. Расчеты японского командования на упорную оборону и последующие контрнаступления были сорваны. С разгромом Квантунской армии и потерей военно-экономической базы на материке северо-восточного Китая и Северной Кореи, Япония лишилась реальных сил и возможностей для продолжения войны. Друзья, спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, оно вам понравилось. Пишите в комментариях, про какие сражения вы бы еще хотели услышать, а также не забывайте подписываться на канал, ставить лайк и нажимать на колокольчик.